Я приветствую всех на моем канале. В этом видео я хочу вам показать, как можно просто и быстро связать вот такой вот простой и стильный топ. Очень хорошо подходит для начинающих, потому что узор очень простой и легкий. Я вам желаю приятного просмотра. Для вязания я использую пряжу от фирмы Rillana Cotton Soft. Состав 50 грамм, 150 метров. Для размера 34-36 нам понадобится примерно 100 грамм пряжи, 38, 40, 120, 42, 44, 150 грамм пряжи. Пряжу я, конечно же, рассчитала на то, как я сама вязала. Я эту маечку связала вот в такой вот форме. Ширина для маленького размера составляет 45 сантиметров, 34-36 примерно. Длина сбоку вот здесь 24 сантиметра, полностью длина получается примерно 40 сантиметров. И я использовала крючок номер 4. Набор петель для размера 34-36, 152 плюс 3, 38-40, 168 плюс 3 петли и 42-44, примерно 188 плюс 3. Я покажу вам свой узор. Шириной у меня 10 сантиметров, получается у меня получается вот 4 таких вот дырочки. Начинаю вот здесь с столбиков, и вот здесь до сюда получается у меня 10 сантиметров. И длина 10 сантиметров у меня. Я уже свой топ погладила. У нас получается где-то примерно 77,5 рядов. Раппорт узора у нас получается должен делиться на 4 плюс 3 петли. Мы начинаем вязание. Для этого я завожу крючок под нить, поднимаю нить, прокручиваю крючок, держу нить вот здесь внизу и вяжу, провязываю первую воздушную петлю и набираю петли таким образом. То есть раппорт узора должен делиться на 4 плюс 3 петли. Вы набираете столько петель, сколько вам необходимо. Я покажу, как вязать в круговую на маленьком образце. Вы набираете, сколько вам нужно петель. Теперь я делаю следующее. Я обычно закрываю вязание, когда мы в круговую вяжем, после того, как я связала первый ряд. Вы можете соединить и воздушные петли. Я начинаю следующим образом. В 4-ю воздушную петлю я вяжу первый столбик с накидом. Провязываем первый столбик. Теперь вяжу 2 воздушные петли. Внизу пропускаю 2 петли и провязываю столбик с накидом в 3-ю петлю. И теперь вяжем второй столбик в следующую воздушную петлю. И теперь мы повторяем узор. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Внизу 2 петли пропускаю, в 3-ю петлю вяжу первый столбик с накидом и второй столбик с накидом.
Итак, вяжем, продолжаем вязание до конца ряда. Так вот выглядит узор, и мы продолжаем вязание. В конце ряда я провязала 2 столбика, 2 воздушные петли у нас должны остаться. Теперь я вяжу 2 воздушные петли, и сейчас я закрываю все соединительной петлей. Вот здесь в третью петлю я завожу крючок, протягиваю нить и протягиваю левую через правую петельку. Вот эти 2 воздушные петли, они нам нужны для узора. Вот здесь можно просто потом соединить, сшить. Мне так, например, проще, если я слишком много, например, петель набрала, их можно легко опять убрать и подогнать все это под свое вязание. Теперь вяжем второй ряд. Я вяжу 4 воздушные петли. И вяжу в первую арочку 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом. 2 воздушные петли. И в следующую арочку 2 столбика с накидом. И теперь мы с вами повторяем узор. 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. То есть 2 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, в арочку 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда я провязала 2 столбика. И теперь я соединяю в третью воздушную петлю, завожу крючок и провязываю соединительную петлю. Следующий ряд я начинаю 3 воздушные петли, провязываю. И вот сюда, вот в эту арочку я провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли. И в следующую арочку 2 столбика с накидом. Две воздушные петли и 2 столбика с накидом в арочку. И таким образом вяжем до конца ряда. Я довязала до конца ряда, 2 воздушные я провязала, и теперь с соединительной петлей соединяем в третью воздушную петлю. И следующий ряд я опять начинаю с 4 воздушных петель. И в арочку провязываю 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, 2 столбика с накидом в арочку. И так продолжаем вязание. И в конце ряда я еще раз 2 столбика провязала. И теперь соединяю в третью воздушную петлю. И таким образом мы повторяем последние 2 ряда. Следующий ряд мы будем опять начинать с 3 воздушных петель. Один раз с 3, один раз получается у нас с 4 воздушных петель мы начинаем вязание. 3 воздушные петли, в первую арочку столбик с накидом. То есть у нас получается так же, как и вот в этом ряду. Получается то же самое. И ряд после мы будем начинать с 4 воздушных петель. И таким образом мы вяжем дальше.
Я для своего размера, для маленького, провязала 18 рядов. Вот здесь у нас получается 18 ряд. И после мы будем вывязывать спинку. И впереди будем делать вырез. То есть с 19 ряда мы будем провязывать перед и спинку. Теперь мы будем впереди вязать вырез. Я сделала следующим образом. Я середину себе отметила с одной и с другой стороны. Это у нас получается ряд, где мы будем начинать, где я начинала с 3 воздушных петель. Вот здесь я маркировала 3-ю дырочку. Я буду начинать вот после 3 дырочек, сразу вот здесь вот в этот столбик я буду заводить крючок. 3-я дырочка, и вот здесь заводим крючок. Я здесь с правой стороны вот эти бретельки связала на лицевой стороне, другую сторону я буду начинать с изнаночной стороны, то есть я разверну свое вязание вот таким образом. И здесь буду начинать вязание. Вот у нас здесь маркер. В первый столбик я завожу крючок. Беру нить и вяжу, провязываю 4 воздушные петли. И теперь вот здесь в арочку я провязываю 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли, в следующую арочку 2 столбика с накидом. И теперь я провязываю вот здесь, вот в этот столбик, вот сюда. Сначала провяжу 2 воздушные петли, накид, завожу крючок в столбик, протягиваю нить. Первые 2 петли провязываю. Теперь я завожу крючок вот сюда, вот в этот столбик, делаю 2 накида, первый, второй накид. Завожу крючок в первый столбик, протягиваю нить. Провязываю первые 2 петли, вторые 2 петли, 3 петли на крючке, и все 3 петли мы теперь провязываем вместе. Это я сделала для того, чтобы у нас здесь вырез был округленный, чтобы не был квадратным. Теперь вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли. Работу поворачиваю. И вяжу в первую арочку 1 столбик с накидом. Две воздушные петли. И в следующую арочку 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли. Здесь в конце завожу крючок и провязываю 2 столбика с накидом. Следующий ряд провязываю из 4 воздушных петель. Начинаю. Поворачиваю вязание и вяжу в арочку 2 столбика с накидом. Первый столбик и второй столбик с накидом.
2 воздушные петли, в следующую арочку 2 столбика с накидом. Одна воздушная петля, и вот здесь между двумя столбиками я провязываю 1 столбик с накидом. Следующий ряд мы начинаем с 3 воздушных петель. Поворачиваю вязание и вяжу вот сюда 1 столбик с накидом. 2 воздушные петли, в арочку 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, и вот здесь в арочку последнюю вяжу 2 столбика с накидом. И следующий ряд я начинаю с 4 воздушных петель, поворачиваю и в арочку провязываю 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, 2 столбика, и в том ряду, где мы начинаем с 4 воздушных петель, в конце ряда я вяжу 1 воздушную петлю, и вот здесь между столбиками 1 столбик с накидом. И так повторяем 2 ряда. Для моего размера я провязала в общем 10 рядов. Можно провязать, конечно, больше под свой размер. Теперь мы с вами вяжем спинку. Я здесь маркирую третью дырочку с одной стороны и с другой стороны. Спинку мы будем в рядах вязать дальше. Я беру нить. Здесь вот у нас третья дырочка. В первый столбик я завожу крючок и вяжу 4 воздушные петли. И в первую арочку я провязываю 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика. И таким образом вяжем по рисунку до следующего маркера. И в конце ряда провязываю 1 воздушную петлю и в последний столбик провязываю столбик с накидом. Следующий ряд 3 воздушные петли, поворачиваю вязание и в первую арочку провязываю столбик с накидом. 2 воздушные петли, в следующую арочку 2 столбика. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда, вот здесь последнюю арочку, я провязываю 2 столбика с накидом. И следующий ряд начинаю с 4 воздушных петель, поворачиваю вязание. И в первую арочку провязываю 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли, 2 столбика. И так вяжу по рисунку дальше до конца ряда. В конце ряда 2 воздушные петли, 1 воздушная петля и вот здесь 1 столбик с накидом. И следующий ряд начинаю с 4 воздушных петель, поворачиваю вязание. Здесь у нас 3 воздушные петли.
До этого мы с 4 начинали. Теперь 3 воздушные петли и 1 столбик, 2 воздушные. И дальше вяжем по рисунку. Мы провязали 4 ряда, еще провязываем 5-й ряд. Здесь я провязала 3 воздушные петли, столбик с накидом, и в конце я провязываю 2 столбика с накидом, и следующий ряд начиная с 4 воздушных петель. И в общем мы провязываем 5 рядов. 5 рядов я провязала, и теперь вяжем практически наши бретельки, так же, как и мы впереди вязали. 3 воздушные петли, столбик с накидом в первую арочку, 2 воздушные петли, в следующую арочку 2 столбика. 2 воздушные петли, в следующую арочку также 2 столбика с накидом. Здесь мы будем скос также делать. Делаем накид, первые 2 петли провязываем. Теперь делаю 2 накида, и вот сюда в эту арочку завожу крючок, протягиваю нить и провязываю первые 2, вторые 2, 3 петли на крючке, и все 3 провязываю. Вот так вот у нас получается. И теперь начинаем с 4 воздушных петель, поворачиваю вязание. И теперь вяжу все по рисунку, как мы уже впереди вязали. Еще провязываю 5 рядов. То есть высота должна быть такая же, как и впереди. Впереди мы вязали 10, а здесь вместе будет тоже 10 рядов. Все вместе я провязываю еще дополнительно 5 рядов. Вот так вот выглядит. Другую сторону мы провязываем точно так же, как я вам показала. Можно провязать и больше рядов, как вам лучше подходит. И теперь мы на плечах будем сшивать. Лицевые стороны ложим друг на дружку. Можно сшить иглой, а можно крючком соединить соединительными петлями. Вот здесь я завожу мне крючок. Вот здесь вот у меня по 2. Сейчас еще раз покажу. Вот здесь у меня можно во внутренние вставлять вот эти вот 2 петелечки. Вот так вот протягиваем и зашиваем. Вот здесь вот внутренние 2 петельки. Таким вот образом можно все 4 брать. Я сейчас сошью и посмотрю, как будет выглядеть. Я буду брать внутренние вот эти вот 2 петельки. И таким образом соединяем.
Если вам сложно, просто зашейте иголкой, тоже можно просто прошить. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. В принципе, хорошо выглядит. И теперь мы еще с вами будем убирать наши ниточки с левой стороны, с изнаночной. Саму нить ее можно вот так вот разделить на две части. Одну ниточку мы вот где-нибудь завожу крючок и протягиваю. Теперь я завязываю узелок. Два-три раза можно затянуть, завязать. И теперь можно отрезать ниточку. И таким вот образом можно обработать все нитки. Изделие можно еще погладить, немножко отпарить, смотря, конечно, какие у вас нитки. Если с хлопком, то можно гладить. Ну, в общем-то и все. Мы с вами закончили вязание. Я вам желаю приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до следующей встречи.